Всем привет и добро пожаловать на мою любимую кухню, где мы с вами готовим быстро, вкусно, экономно, красиво и самое главное полезно. И если вы точно так же любите готовить, как и я, тогда вы на правильном канале. Дорогие мои, сегодня я хочу с вами сделать один чудеснейший рецепт с баклажанами. Я обожаю баклажаны и кабачки, короче говоря, сегодня мы этот самый баклажан нафаршируем любым мяском, и это будет так вкусно, легко, быстро и красиво. Ну что, идемте готовить? Для того, чтобы приготовить наше сегодняшнее блюдо, нам с вами понадобится аэрогриль. Если у вас нет аэрогриля, то обыкновенная духовка тоже великолепно подойдет. Одна глубокая сковородка, силиконовая лопатка, маленькое полотенце, ну и из продуктов питания. Соль, перец, немножко растительного масла, 2 небольших баклажана, 500 грамм куриной грудки, которую я вот тоже так, видите, порезала меленько, и пару веточек тимьяна, столовая ложка соуса терияки, столовая ложка кунжутного семени, 1 чайная ложка любых специй, 3 зубчика чеснока, 1 столовая ложка масла тхина, которым мы будем все это жарить, 100 грамм тертого сыра, пучок кинзы и 1 мелко порезанный такой большой помидор. Ну что, приступаем к приготовлению нашего ужина. Начнем с того, что мы с вами должны надрезать наши баклажаны. Вот так вот прям вдоль, посерединочке. Так. И то же самое мы сделаем и со вторым баклажаном. Такой упругий, хрустит прям. Теперь наши баклажаны мы с вами положим в аэрогриль. Так, один и рядышком второй. Я слегка сбрызну их растительным маслом. Это нужно сделать для того, чтобы они быстрее пропеклись. И теперь вставляем наши баклажаны в аэрогриль на 200 градусов, буквально на минут 10-15. Смотрите по своему аэрогрилю или же по своей духовке. Если это будет в духовке, то, наверное, нужно будет минут 30 делать. Ну, а тем временем давайте займемся нашей курочкой. Включаем сковородку у меня будет на 9. Пусть она разогревается. Отправляю масло тхи на сковородку, для того, чтобы она немножечко растопилась. И также пару веточек тимьяна. Потом я их достану, поэтому я их не рву никак, а просто вот, чтобы раскрылся такой запах этот великолепный. Курочка очень любит тимьян. Вот, сковородка уже, как видите, разогрелась. Запах уже как от масла тхи, так и от тимьяна великолепно раскрывается. И мы выкладываем наше куриное филе в сковородку. Температуру можно даже еще немножко увеличить. Вот я с 9 переключилась на 12. Для того, чтобы мяско как бы запечаталось и было таким сочным. Теперь курочки я отправляю в специи. Специи берите абсолютно любые, какие вам нравятся. Я, как видите, мясо помешиваю, для того, чтобы оно равномерно обжаривалось. Теперь самое время добавить чеснок. Какой же у нас уже запах в кухне. Великолепный. Обожаю запах чеснока и специй. Теперь я веточки тимьяна достаю и брошу листики. Просто беру и вот так вот их обдираю. Кстати, тимьян это с нашего сада-огорода. Мы очень любим разные специи, а тем более, так как я часто готовлю для вас, для всех и для нашей семьи, естественно, то это очень и очень хорошо иметь такое вот подспорье, все свеженькое и вкусненькое. Ну и полезненькое, конечно же. Перемешали еще немножко. И я хочу добавить кинзу. Особенно вот
такие стебельки, видите, очень хорошо они пойдут в нашу курочку. Соус терияки. Еще раз перемешали, и наше блюдо уже готово. Можете попробовать в данный вот момент курочку на соль и на все специи. Последний штрих. Кунжутное семя. Буквально пару минуток я еще раз увеличу температуру, чтобы жидкость испарилась. И мы будем с вами собирать наше блюдо. Для удобства я перекладываю куриное филе в мисочку. Мне будет так удобнее доставать. И все это складывать в наш баклажан, который уже готов. Спустя 20 минут у меня вот такие вот получились прекрасные два баклажанчика в аэрогриле. Они запекались при температуре 200 градусов. Они, видите, у меня небольшие, и поэтому я решила сделать такое красивое блюдо, праздничное. И хочу поместить один из баклажанов вот в такой вот бокал. И именно этим мы сейчас с вами займемся, сбором нашего блюда. Я с помощью вилочки перекладываю наш баклажанчик вот сюда, в такую вот красоту. Хорошенько его вот так вот разровняем. И вилочкой всю эту мякоть мы должны с вами превратить в такую пюрешечку. Чтобы не тратить время зря, давайте это все немножечко притрусим солькой, потому что баклажан же очень пресный. Так, пока он горячий, мы добавляем сюда сыр, чтобы он расплавился. Сыра мало не бывает. И немножко чеснока. Все это хорошенько перемешиваем, для того, чтобы наш сырок расплавился. Вот так вот. Теперь вот в эту вот пюрешечку, в эту красоту мы с вами добавим курочку. Так, не жалеем. Это у нас основное будет. Не жалеем. Теперь мы кладем немножко наших помидорчиков, которые тоже, кстати, выросли у нас в саду. Вот так вот. Смотрите, какое это получается вообще торжество. Уже сейчас в самый раз добавить кинзу, мою любимую кинзу. Но вот вы только посмотрите на это произведение. Вот скажите, ну разве это не шедеврально? Посмотрите, обыкновенный баклажан, который мы с вами превратили в просто такое вот праздничное и красивое блюдо. Ну и через пару минут мы с вами встретимся на моей любимой кухне. И, конечно же, я вам покажу фотографии этого чудесного, вкусного, полезного блюда. Дорогие мои, ну вот посмотрите, ну разве это не волшебно? Смотрите, как это все красиво. Обыкновенный баклажан, который мы с вами превратили в нечто шедевральное. Жаль, что я не могу передать вам весь этот запах, который у нас сейчас на кухне. Дорогие мои, ну вот посмотрите, вот я, видели, да, уже сервировала, и фотографию сейчас положу, вот здесь вот смотрите, вот она где-то там, в двух таких вариантах. Вот показываем вот этот. Пахнет совершенно невероятно. Я считаю, что такое блюдо можно подавать как гостям, так и просто-напросто на обыкновенный ужин. Поставлю тарелочку сюда. Все очень красиво, вкусно, сбалансировано. Если вы еще подадите какой-то салатик рядышком, это будет вообще, ну, просто потрясающе. Я, повторюсь, обожаю баклажаны. И все то, что вот эта вот мякоть, такая, как это, не знаю, кориандр, кинза называется по-русски, это все мне напоминает какой-то такой, знаете, восточный момент в моей жизни, или же Грузия, например, Армения, или какие-то другие восточные страны. Очень и очень вкусно и оригинально в подаче.
Рекомендую, сделайте это. Это все делается быстро, вы сами видели, а когда вы будете делать у себя на своей любимой кухне, то это будет вообще просто за считанные минуты. Так как я там выкладываю все, выставляю, говорю, вас утомляю и так далее, у вас это будет все происходить гораздо больше. Дорогие мои, экспериментируйте, пробуйте мои рецепты и будьте все здоровы, стройны, молоды, красивы и энергичны. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами была любящая вас Виктория. И до новых встреч, до новых рецептов. Ставьте лайки и подписывайтесь. Впереди много интересного. Пока!